Привет! А сегодня я строю очень редкую и очень желанную модель для многих. Это КамАЗ К5 самосвал. И набор с этой моделью очень быстро разобрали почти во всех магазинах. Я успела урвать один экземпляр, и сейчас вам покажу, как я над ним поработала. Меня зовут Даша, и вы на канале Dasha Models. И мы сегодня опять будем строить КамАЗ. Окраску я начала с рамы грузовика, и тут все стандартно. Раму я решила красить сразу в черный цвет без грунтовки. И тут я использую акрил от Gemscale. Ко мне в руки попала очень редкая и уже недоступная модель. Слухи о выходе этого КамАЗа ходили еще с осени, когда засветились первые фото модели фабричного изготовления от фирмы SSM. Тогда фотомодели взволновали аудиторию, ведь логично, это модель самого современного на данный момент КамАЗа. И выход модели от АВД был просто вопросом времени. И в декабре без каких-либо анонсов вне графика выхода новинок вышла новинка, и буквально спустя неделю исчезла с продаж. Видимо, весь тираж был распродан. А салон я вначале окрашу в черный цвет, а поверх него нанесу уже серый, так чтобы получились тени. Сборка модели не заняла много времени, но сложности были. КамАЗ сделан из смолы, что влечет за собой дополнительные проблемы с доводкой деталей. Смола имеет более грубые следы литья, их приходится зачищать, но тем не менее у меня на модели получился поднимающийся кузов и откидывающаяся кабина. А с кузовом я поступлю чуточку интересней. Кузов — это самая большая и яркая часть модели, а это значит, что его надо обыграть чуточку поинтереснее. И первым делом я нанесу тени на те места, где я думаю, что должны быть тени, то есть внизу кузова и между ребер жесткости. А потом на верхней части кузова я нанесу белый цвет, и это поможет сделать базовый слой краски чуточку светлее. А купить модель от АВД можно в магазине «Модельная лавка». Совсем недавно там вышли февральские новинки, а для себя я выбрала автомобиль Мами в память о моем институте, а также газик для перевозки цыплят. И не забудьте применить вот этот промокод для первой своей покупки, и таким образом вы сэкономите 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Эта модель оказалась очень востребованной среди моделистов и коллекционеров, что неудивительно, ведь это КамАЗ К5, самый современный российский грузовик, а модель вышла внепланово, вне графика новинок. Ее тут же смели с прилавков, и, скорее всего, тираж этой модели был не более 100 штук. И об этом можно догадаться из характера материала, из которого была изготовлена модель. Это смола. Форма для отливки смоляных деталей изнашиваются как раз примерно на 100-м экземпляре модели. А теперь я могу нанести основной цвет на кузов. Это будет фирменный камазовский синий цвет. По крайней мере, фото таких КамАЗов с кузовом другого цвета я не нашла. В ход идет акрил от Gemscale. Именно таким оттенком синего цвета я окрасила раллийный КамАЗ осенью прошлого года. А голубым цветом я выделю верхние части кузова так, чтобы он смотрелся чуточку объемней. И теперь займусь ручными работами. Я из аэрографа прямо на линейке окрасила в алюминиевый цвет диски. И теперь черным цветом я окрашу ступицы. И также я займусь окраской радиатора. Так же, как и с дисками, я окрасила его из аэрографа вначале в алюминиевый цвет. И сейчас черным цветом я окрашу корпус. А теперь я займусь двигателем. Он на модели дан весьма примитивно, но все равно тут есть над чем поработать. И я также окрасила его из аэрографа в металлик от Gemscale, и теперь окрашиваю фирменный синий цвет в верхнюю часть. На оригинальном КамАЗе полно хромированных деталей, будто это тачка рэпера. Это странное дизайнерское решение для рабочей лошадки. В частности, мне надо окрасить в хром крылья. Это я тоже сделала из аэрографа, а сейчас я черным окрашиваю те части, которые должны быть резиновыми. У меня на рабочем столе строительная техника, и поэтому она должна быть чуточку грязной. Я займусь грязнением покрышек. Они, в отличие от других моделей от АВД, сделаны не из резины, а из смолы. И чтобы протектор был аутентично загрязненным, я пальчиком вобью сухой пигмент прямо в протектор покрышки. Чем я не люблю работать над моделями КамАЗов нового поколения К5, так это за большой объем работ кисточкой. На кабине очень много декоративных элементов, и над ними надо поработать. Либо при помощи масок аэрографа, либо же, как я сейчас, кисточкой. И есть небольшая надежда на то, что такой КамАЗ появится в виде классического набора от АВД, так как это уже было с тягачом.
Он тоже первым делом появился в смоляном исполнении, а спустя некоторое время и в виде классического набора деталей из металла и пластик. Так что тем, кто не успел приобрести такой набор, отчаиваться не стоит. А что такое модели из смолы, вы можете узнать из специального видео про модели из смолы, а найти ролик вы можете в специальном плейлисте про хитрости моделизма. Там есть видео для новичков про то, какие инструменты и краски нужны на старте нашего хобби. Есть также видео про специальные техники, например, про метод масляных точек. А ссылочка на плейлист с видео есть в описании. Самосвальный кузов без сколов краски выглядит очень странно. Мне так не очень нравится, и поэтому я при помощи кусочка губки для мытья посуды нанесу хаотичные потертости краски. А такой КАМАЗ я делала на заказ для своего зрителя с севера. Вы, кстати, по регистрационным номерам можете узнать, из какого конкретного региона был мой заказчик. Теперь мне надо выделить рельеф КАМАЗа, и сделаю я это привычным и довольно простым методом – смывка. Вначале я смочу поверхность кузова white-спиритом, и по такой смоченной поверхности я нанесу углубление смывку. Смывка – это жидкая масляная краска, и благодаря своим химическим свойствам она отлично затекает в углубления и щели модели. А излишки я удаляю ватной палочкой, смоченной в white-спирите. А также я рекомендую подписаться на мой Дзен-канал. Там выходит контент, которого нет на других площадках. Недавно я ходила на выставку «Моторы войны» и сняла видео, как Т-34 надвигается на толпу зрителей. Это довольно жуткое зрелище и жуткое ощущение. Также подписывайтесь на мою группу ВК. Там я обсуждаю новости моделизма и околомоделизма. Все ссылочки есть в описании к видео. А теперь методом сухая кисть я сделаю черную раму чуточку поинтереснее. Это довольно простой способ, с которым справится даже новичок. Так что я очень рекомендую. Также смывкой я пройдусь по салону. Кстати, обратите внимание, что кабина у КАМАЗа откидывается. Все как положено у настоящего КАМАЗа. И теперь с особым вниманием я пройдусь смывкой по белой кабине. А после того, как смывка высохла, я нанесла на кузов матовый лак, ведь он, в отличие от хромированных деталей, не должен сильно блестеть. И сейчас я окрашу краской цвета Chroma Gem Scale крылья кузова. Также окрашу элементы световых приборов и окрашу отражатели передних фар, а желтым цветом я обозначу поворотники на бортах корпуса. А теперь настало время показать следы воздействия погоды на КАМАЗ. И для этого я применяю метод масляных точек. Я хаотично их наношу на модель и растушевываю кисточкой, смоченной в white-спирите. И запыляю ходовую часть, чтобы она внешне соответствовала колесам и внутренности кузова. Делать я это буду сухими пигментами от АК цвета «Русская грязь».
И совсем забыла прорисовать декоративные накладки на передней облицовке КамАЗа. Сделаю я это при помощи металлического маркера. И осталось только показать копоть на выхлопной трубе при помощи сухого пигмента цвета сажа. И вот такой работяга у меня получился. И это очень любопытный образец, и он необычно смотрится на полке. Он мне чем-то даже напоминает муравья. Хотя отчасти это так и есть. Надеюсь, что это видео вам оказалось полезным и познавательным. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. А ссылочка на магазин, где можно купить такие модели и промокод на скидку, есть в закрепленном комментарии, а также ссылочка на полное видео постройки этого автомобиля.